Волейбол – игра дворов, парков, песчаных пляжей, спортивных залов и футбольных стадионов. Вы не ослышались, это именно так. Например, первый чемпионат мира по волейболу среди мужчин в 1949 году и чемпионаты мира среди мужчин и женщин 1952 года проводились на футбольных стадионах. Чемпионат мира по волейболу среди мужчин 1952 года проходил в СССР. Игра финального этапа чемпионата между сборными СССР и Чехословакии, которая состоялась 29 августа 1952 года в Москве на футбольном стадионе «Динамо», вошла в историю мирового волейбола. Во-первых, наша сборная эту игру выиграла со счетом 3-0, и сборная СССР во второй раз стала чемпионом мира по волейболу. А во-вторых, за ходом матча на стадионе наблюдало рекордное количество 50 тысяч зрителей. Долгое время рекорд оставался непревзойденным. Это было связано с тем, что большой волейбол ушел под крышу, оставив футбольные стадионы в монопольное владение и пользование футболом. 2014 год. 18-й чемпионат мира по волейболу среди мужских команд. Польша. 30 августа 2014 года в Варшаве на национальном стадионе проходит матч открытия между сборными Польши и Сербии. Игру сборная Польши выиграла со счетом 3-0, а футбольный стадион собрал 61 500 зрителей. Это новый рекорд посещения волейбольных матчей. Следует отметить, что национальный стадион в Варшаве был построен специально к чемпионату Европы по футболу 2012 года, который проходил в Польше и Украине. В матче открытия чемпионата Европы футбол также проходил на этом стадионе. Играли сборные Польши и Греции. Но футбольная игра собрала только 56 070 зрителей. Налицо численное преимущество волейбольных болельщиков над футбольными – более чем 5000 зрителей. Так волейбол обыграл футбол, причем на футбольном поле. 61 500 зрителей – это рекорд посещения официальных волейбольных матчей, проводимых Международной Федерацией волейбола. Но была еще одна товарищеская игра 1983 года в Рио-де-Жанейро на знаменитом футбольном стадионе Маракана, где встречались сборные Бразилии и СССР. Эта игра стала продолжением финала 10-го чемпионата мира по волейболу от 15 октября 1982 года, который проходил в Аргентине, где сборная СССР под руководством гениального тренера Вячеслава Платонова за 72 минуты разгромила сборную Бразилии со счетом 3-0. Счет по паркам 15-3, 15-4, 15-5. Причем тогда играли по старым правилам с переходом подачи. Так вот, сборная Бразилии жаждала реванша. 26 июля 1983 года был организован матч-реванш. Под проливным дождем в упорной борьбе сборной Бразилии удалось победить волейболистов СССР со счетом 3-1. Счет по партиям 14-16, 16-14, 15-7, 15-10. Эту историческую игру, которая стала вехой в развитии бразильского волейбола, на футбольном стадионе Маракана смотрело 95 887 зрителей. Это абсолютный рекорд посещения волейбольных матчей. Золотой век волейбола пришелся на открытые площадки и стадионы. Думаю, и будущее развитие волейбола должно идти в этом направлении. Футбольные стадионы должны использоваться для матчей большого волейбола. Приведенные мной примеры яркое тому свидетельство. На этом все. Спасибо за внимание. До новых встреч. С вами был Евгений Боярченков. Thank you.